Наконец-то, спустя больше недели после релиза eFootball 2024, я наконец-то добрался до нее, наконец-то смог заценить игровой процесс. И знаете что? Он мне понравился. Но, как обычно, без ложки дегтя в бочке меда мы не обошлись. И у этого игрового процесса есть одно большое но. Как вы уже могли догадаться, сегодня я хочу поговорить с вами о геймплее eFootball 2024. Это будут своего рода первые впечатления, потому что успел я заценить этот геймплей на PlayStation 4, на PlayStation 5 я заценю его чуть-чуть попозже. И я уверен, что после этого впечатления также успеют измениться. Поэтому сегодня первое впечатление, а там через пару-тройку дней, может быть неделю, будет уже конкретное так мнение по всему увиденному и как оно чувствуется. Поэтому приглашаю вас в комментарии для дискуссии об обновленном игровом процессе. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы приступаем. Как оно и происходит всегда в роликах подобного плана, я поделюсь своими впечатлениями от игры против искусственного интеллекта и против реальных людей, потому что, как оно зачастую и бывает, геймплей там и там немножко все-таки, но отличается по своему противодействию, в целом ощущениям, скорости, ну и так далее. Начну я с впечатления против искусственного интеллекта. Все мы с вами понимаем, да и скорее всего все мы с вами играем против легенды, потому что играть против лучшего игрока и на сложностях ниже не имеет никакого смысла. Поэтому мы будем обсуждать именно что легенду, как играется против нее. В целом, если так посмотреть на матчи против искусственного интеллекта, мне очень нравится здешний геймплей. Мне очень приглянулся тот факт, что Konami добавили кучу новых анимаций, которые заметны невооруженным глазом. И во время игры замечаешь, что как-то футболист вот иначе отдает передачу, иначе бьет поворотом, иначе принимает мяч, ну и в общем вы поняли. Все это привносит разнообразие в привычный геймплей и смотрится очень даже неплохо. И самое главное, не рушит темп игры, то есть эти анимации не выглядят чересчур быстрыми или какими-то неестественными. Нет, все в принципе смотрится к месту и очень даже неплохо играется. Также мне приглянулся новоиспеченный темп, который появился с этим геймплеем, то есть, как говорили люди, это стало чуть-чуть больше похоже на аркаду в стиле FIFA, но, скажем так, умеренную аркаду. И в принципе я с этими людьми согласен. Более того, я даже в принципе не сказать, что заметил, что геймплей стал каким-то чересчур быстрым. Да, в скоростях мы немножко прибавили, но в целом это все еще не FIFA в хорошем смысле. И вот я рассказываю обо всем этом, вроде бы все пока что хорошо, одни положительные стороны, но можно сказать, что они все перекрываются одним большим минусом, а именно игрой в защите. Я не знаю, что умудрились сделать Konami, но защита стала просто нерентабельной. Как вы знаете, у нас есть несколько механик отбора. Это корпус, это автоматическое преследование на зажатую кнопку паса и управление вторым игроком, за которого бегает искусственный интеллект. И что можно сказать по этому поводу? Функция с подключением искусственного интеллекта к отбору просто перестала работать. Ваши партнеры начинают преследовать игрока соперника, но как такового отбора даже не происходит. Искусственному интеллекту даже не нужно финтиться, чтобы уйти от вашего игрока. Он просто его отбегает как фишку и все. Автоматический прессинг с последующим перехватом также перестал работать. И если вы будете зажимать его перед соперником, также есть возможность, что он вас просто обойдет, обфинтит, и в общем ваш игрок просто сделает ненужный выпад, оставив себя просто в дураках. Ну а про корпус и вовсе говорить не приходится. Он бывает только эффективным, если вы выскакиваете перед игроком соперника и просто выжидаете момент, когда можно выброситься. Самый главный фактор игры в обороне, на мой субъективный взгляд, я лично больше не чувствую физику отбора. То есть раньше как оно происходило? Когда игрок вроде бы перехватывал мяч, это в принципе было заметно по анимациям, это было заметно по таймингу, с которым вы нажимали кнопки. Сейчас этого просто нет, этого не чувствуется. Я не понимаю, когда мои футболисты перехватывают мяч, а когда их обходят каким-то ложным движением. Иногда их умудряются обойти, но каким-то образом мои игроки крутятся на месте и тем не менее перехватывают мяч, в то время как я пытаюсь то ли играть корпусом, то ли зажать кнопку паса для автоматического прессинга. И получается какая
какая-то каша на ровном месте. И по итогу вся механика защиты просто катится к черту. На фоне этого, конечно, стало тяжелее играть против легенды. Стоит также отметить, что они немножко подкрутили эту сложность, но не сделали ее намного сложнее. То есть, по сути, она играет точно так же, как и раньше. Просто Konami подкрутили шансы, с которыми у искусственного интеллекта проходят пасы во время матча. Ну и теперь искусственный интеллект не стесняет финтиться. Даже игроки, которые имеют рейтинг ниже 80, могут обойти ваших игроков на финте, на ложном замахе, ну и так далее. И в совокупности мы получаем, что против легенды действительно становится тяжело играть. По сути, все ранее сказано, в принципе, можно отнести и к матчам против реальных соперников, только с той оговоркой, что все-таки против реальных людей попроще играть в защите. Но все еще не отменяет того факта, что игра ваших футболистов, ваших партнеров, за которых отвечает компьютер, все еще остается такой же тупой. Сопровождение вторым игроком, по сути, также не работает и в онлайн-матчах, то есть игроки вроде бы преследуют, но когда дело доходит до отбора, они становятся просто бесполезными. Теперь, в редких случаях, чтобы забить гол, просто достаточно переть вперед. Возможно, одна из передач все-таки пройдет, когда ваши защитники просто начнут крутиться на месте и даже не смогут сделать движение в сторону мяча. С нынешней игрой компьютера подобные моменты действительно возникают. Или банально, когда вы переключаетесь на защитника, который должен встречать бегущего игрока с мячом, бегущий игрок просто пробегает мимо него, в то время как вы зажимаете любую кнопку отбора, будь то корпус или автоматический прессинг, ваш защитник ничего не успевает сделать и его просто проходят. В общем, с нынешним обновлением игрового процесса, игра искусственного интеллекта, что касается именно вашей команды, сильно даунгрейднулся. Он чувствуется просто ужасно, из-за чего в защите играть становится просто тяжело. Опять же, повторюсь, в матчах против реальных соперников ситуация немножко получше, потому что против вас играет такой же бедолага, как и вы, который старается привыкнуть к новым реалиям игры в обороне. Но играя против искусственного интеллекта, вам автоматом придется ставить стиль игры оборонительный и при потере мяча попытаться как можно скорее вернуть его обратно, чтобы искусственный интеллект не успел провести свою атаку, которая, скорее всего, наверняка завершится голевым действием. Потому что, не дай бог вы протупите, искусственный интеллект вашей команды вас не поддержит. Он не закроет игроков, он не будет никого прессинговать, а просто позволит протолкнуть мяч в ворота. И подводя итог, можно сказать, что геймплей ощущается действительно неплохо. Правда, если не брать защиту, то есть всю игру в обороне, мне действительно нравится этот игровой процесс. Мне нравится, как чувствуются игроки, мне нравится их дриблинг, мне нравятся их модельки, ощущение мяча. Мне все это нравится. И только игра в обороне, та самая игра в обороне, портит все впечатление. Потому что когда дело доходит до защиты, ты просто перестаешь понимать, что тебе делать, как тебе действовать. И учитывая, что спустя неделю после релиза с очередным оперативным обновлением игровой процесс не претерпел изменений в обороне, судя по всему, нам придется ждать следующего геймплейного патча, который хоть как-то, но исправит это недоразумение при игре в обороне. Ну что, друзья, это были мои впечатления от игрового процесса eFootball 2024. Повторюсь, на момент записи этого ролика я играл только на PlayStation 4. В ближайшее время я рассчитываю поиграть в eFootball еще и на PlayStation 5. И вполне вероятно, что мое мнение все-таки в каких-то аспектах успеет измениться. И в таком случае я, конечно же, с вами ими поделюсь. Ваше мнение я также буду ждать в комментариях. Понравился ли вам новый геймплей? Испытываете ли вы проблемы при игре в обороне? Или же все хорошо? Обязательно дайте мне знать в комментариях под этим роликом. Поддержите его своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети не забывайте, ведь именно там все появляется в первую очередь. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Услышимся уже скоро в новых видео на канале Realistic PS. Всем пока, друзья!